Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Ну что, мои хорошие, ура, ура! Цветные тряпочки. Что я сделала? Накроила квадратики 7 на 7 сантиметров. По 15 деталей 9 цветов. Но выкраивала из самых маленьких остатков, и кусочки у меня получились самые разные, самых разных цветов и самой разной фактуры. Тонкие ткани я проклеивала на флизелин. Условно я их разделила на кучки. И теперь надо собирать полотно. Сшивать будем сразу вертикальными рядами. Мы же рачительные экономные хозяйки, бережем нитки, время и силы. Сначала соединяем квадратики из первой и второй кучки. К ним сразу же пришиваем ниже лежащие квадраты. Нитки не обрываем, собираем все на гирлянду. В начале и в конце каждой детали обязательно делаем закрепки. Ох, девчонки, пока все это шила, сын посмотрел на мои пошивушки и сказал: «Мама шила мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары». Ну, конечно, сыну я на это ответила: «Сынок, не ковыряй в носу, мозги поцарапаешь». После того, как мы сделали первый шов, всю гирлянду несем на мини-гладильную доску. Мастер-класс на ее изготовлении есть в описании под видео. И работаем маленьким дорожным утюгом. Спасибо моим любимым подписчикам за помощь в его приобретении. Начинаем подшивать оставшиеся квадраты. Вы видите, все держится на соединительных нитках. Еще раз все проутюживаем и разрезаем на заготовки по 9 квадратов. Швы заутюживаем на сторону темной ткани. Остается только на каждом блоке сделать соединительные швы. Работа за швейной машинкой. Также прошиваем сразу все блоки, нитки не обрываем. Сделали один шов, все разутюжили, делаем второй шов. И получаются вот такие заготовки. Заготовки разделяем и опять их под утюг. Теперь надо выровнять все детали. Для этого готовим шаблон из картона. Размер этого шаблона 18 на 18 сантиметров. И внутри него на равном расстоянии от краев рисуем квадрат со стороной 5,5 сантиметров. При выравнивании блоков этот шаблон накладываем так, чтобы швы совпадали с прочерченными линиями. Все лишнее отрезаем. Так работаем со всеми заготовками. Для дальнейшей работы я буду использовать стеганый синтепон на основе. Из него вырезала квадраты размером 20 на 20 сантиметров. На них накладываю свои лоскутные детали. Стегать буду прямо в шов. Прошиваю сразу все заготовки. Сначала 2 шва по горизонтали, потом 2 по вертикали. Дорогие мои подписчики, вы заметили, что я осваиваю и другую площадку — Яндекс.Дзен. Пока я туда выкладываю свои видео, но там есть еще и возможность писать статьи. Я расписала свой мастер-класс. Текст и фотографии, приложила видео. И сделала еще и тематическую статью «Обзор моих декоративных подушек». И тоже приложила видео. Хотела спросить у вас совета, насколько удобен такой формат статей и как лучше продолжать это делать. Расписывать пошагово мастер-классы, делать компиляцию из видео или просто рассуждать, отвечать на извечные вопросы человечества, кто виноват и что делать. Вы мне, пожалуйста, вот напишите в комментариях ваши советы и пожелания,
что бы вы хотели видеть на той площадке. Кстати, на Яндекс.Дзен в комментариях, значит, когда будете писать, то вы можете прикладывать также фотографии своих работ. Остается только выровнять полученные детали. Размер проверяем по нашему шаблону и отрезаем лишний синтепон. Почему синтепон выкраиваем с запасом? Потому что во время стежки ткани могут немного вытянуться. Будем соединять полученные заготовки. Здесь, девочки, очень хитрый ход. Нам надо сшить вместе 5 деталей. Для удобства я сначала сшила по 2 детали вместе, потом к одной парочке присоединила 3-ю деталь, а затем соединила вместе 2 и 3 детали одним швом. Посмотрите, какая интересная форма получилась. И также нам надо сшить и еще 5 деталей. Ищем 5-й угол. После того, как мы сшили эти 2 большие детали из 5 заготовок, переходим к следующей операции. Девочки, вот здесь внимание. На все углы мы будем нашивать наши оставшиеся квадраты. Нашивать будем уголочком. А теперь нам надо соединить эти 2 большие заготовки. Углы одной расправляем и к ним притачиваем другую деталь. Прошиваем по ребрам. После сшивания у нас получилась вот такая сложная форма. Теперь подрезаем лишние углы и аккуратно выворачиваем. А вообще, конечно, когда вот у меня дети были маленькие, чего только от них, каких только перлов не услышать было. Помню, доченька у меня была маленькая, она подходит ко мне и спрашивает: мама, а можно ногти на руках грызть? Я говорю: нет, нельзя. Она говорит: а на ногах? Я говорю: на ногах можно. Остается только набить нашу подушку. В качестве набивки буду использовать обрезки синтепона и наполнитель лебяжий пух, который я нашла на сайте интернет-магазина «1 метр ткани». Ссылку на него вы найдете в описании. Получилась у меня замечательная декоративная подушка пятиконечной формы. Остается только стянуть центры и пришить декоративную пуговицу. При всей своей необычной форме подушка очень удобная. Она удобная для лежания, так как раз по форме шеи. И самое ценное, что на ее пошив ушли совсем маленькие кусочки тканей, которые оставались от предыдущих проектов. И теперь можно с новыми силами и с чистой совестью начинать работать с новой тканью. Следите за новостями на канале, подписывайтесь, нажимайте на значок колокольчика, чтобы не пропустить мое новое видео. Ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!